Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание и поговорим о том, как вы можете защитить свою фотографию от сглаза и порчи. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы считаете, что эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, человек обладает достаточно сильной энергетической связью со своим изображением, поэтому через него проще всегда навести сглаз или порчу. И чтобы обезопасить себя от людей с дурным глазом и черных ритуалов, необходимо обязательно защитить свою фотографию. Как раньше, так и в современном мире люди любят фотографироваться. Если вы приходите в гости, то, конечно, замечаете вокруг фотографий домочадцев. В семейном просмотре фото нет ничего опасного. Но если ваше изображение попадет в руки человека с недобрыми намерениями, результат действительно может быть плачевным. И, конечно же, возникает вопрос, а как же обезопасить себя и обеспечить защиту своей фотографии, чтобы с ее помощью на вас не навели сглаз или порчу? Наверное, многих интересует, а как же можно навредить человеку с помощью всего лишь одной фотографии? Дело в том, что наше изображение обладает энергоинформационной памятью и может рассказать и о нашем характере, и о поведении, о привычках и даже судьбе. Люди, обладающие экстрасенсорными способностями, могут считывать эту информацию без особого труда. Иногда фотографию используют для того, чтобы исцелить человека от физических и психологических недугов. Однако обычное считывание информации не принесет никакого вреда. А вот черные обряды с вашей фотографией могут не просто навредить вам, но и даже сломать жизнь. Именно поэтому фото необходимо максимально защитить, но сделать это нужно до того, как ваше изображение попадет в руки вашим недоброжелателям. И мы с вами очень часто безответственно относимся к своим фотографиям. В больших количествах выкладываем их в социальных сетях, показываем свои фотоальбомы, в которых также хранятся изображения не только наши, но и наших близких нам людей. Именно поэтому мы сами подвергаем себя опасности, даже, к сожалению, не догадываясь об этом. И с помощью дальнейших рекомендаций, советов вы сможете защитить себя и своих родных. Поэтому никому не давайте в руки свою фотографию. Если недавно вы побывали в путешествии и, например, привезли множество красивых снимков, которыми мечтаете похвастаться перед другими людьми, то показывайте их из своих рук. Даже если рядом с вами близкий человек, есть риск, что он вам позавидует, а зависть – это прямой источник негативной энергии. Поэтому, если после обычного просмотра фотографии вы не хотите почувствовать ухудшение состояния, держите фотографии у себя в руках. Это особенно касается молодых пар, которые очень любят демонстрировать свою любовь на фотоснимках. Если вы любите такие фотографии и их просмотр доставляет вам удовольствие, пусть это будут ваши личные фотографии и ваш личный фотоархив. Все-таки счастье, помните, всегда любит тишину. Также никогда не держите на одной полке фотографии живых и мертвых. Даже после смерти близких мы хотим видеть их лица рядом. Однако такое соседство фотографий может навредить вам и другим живым людям. Изображения усопших излучают тяжелую энергетику. Она будет воздействовать на фотокарточки, расположенные рядом, а следовательно и на тех, кто на них изображен.
Поэтому желательно хранить фотографии покойника в альбоме, чтобы избежать печальных последствий. Храните фотоальбомы только фотографии знакомых вам людей. Наверное, многие из вас, открывая старые фотоальбомы, замечали там лица совершенно незнакомых им людей. Даже если это знакомые ваших родных, нежелательно хранить в одном фотоальбоме с вашими семейными фотографиями, за исключением тех случаев, когда рядом изображен ваш близкий человек. Также отрицательную энергетику излучают фотографии кладбищ, преступников и психически больных людей. Не храните никогда фотографии в кошельке. Чаще всего именно кошельки обладают негативной энергией. В них вы храните деньги, которые побывали у людей как с положительным, так и с отрицательным энергетическим фоном. Если вы хотите, чтобы фото ваших родных всегда были рядом с вами, лучше хранить их в сумке или в отдельном кармане. Если вы выставляете фотографию на публичное обозрение, то измените ее. Многие выкладывают свои изображения в социальные сети и не задумываясь о том, кому может попасть такой снимок. И чтобы избежать негативных последствий и различных манипуляций с вашей фотографией, необходимо хотя бы немного изменить ее. К счастью, в современном мире существует множество фоторедакторов, в том числе и в телефоне. С их помощью вы сможете добавить различные элементы на ваш снимок или даже полностью изменить его. Это поможет избежать негативного воздействия на вашу фотографию. А вот фотографии детей лучше вообще не выкладывать в интернет. Энергетическое поле ребенка очень слабое. Поэтому нежелательно, чтобы такие снимки видели посторонние люди. Конечно же, люди могут целенаправленно воздействовать на ваше изображение с помощью различных ритуалов. Именно через фотографию человек может сглазить, навести порчу на неудачу и даже смерть. И чтобы избежать этого, защитите свою фотографию. Таким образом, вы сможете обезопасить себя от своих врагов. Для защитного обряда вам потребуется освященная вода и церковная свеча. Возьмите свою фотографию, которую хотите защитить, и немножко обрызгайте ее святой водичкой. Затем зажгите свечу и накопайте воском вокруг снимка. При этом трижды скажите: «Никто через образ мой меня не сглазит, порчу страшную не наведет. Водицей святой я себя защищаю, а свечой взгляды и мысли злых людей сжигаю». После этого спрячьте ото всех вашу фотографию так, чтобы ее никто не нашел. И не доставайте ее и никому не показывайте в течение 3 дней. Вот такую, друзья, информацию мы сегодня вам хотели дать касательно того, как же правильно защитить фотографию от порчи и сглаза.